Всем снова здрасте, с вами снова я, и сегодня ко мне пришел системник на апгрейд вот в таком охрененном корпусе. Корпус, ребята, действительно охрененный, он большой, просторный, в него в принципе можно впихнуть даже серверную материнку на 2 проца. Но внутри у него совсем не такое зачетное железо. Я бы даже сказал, очень-очень скудненькое. Ну и появилась задача вставить в него что-нибудь помощнее, чтобы его внутренности хоть немного соответствовали корпусу. И первый вопрос, который передо мной возник, как же сие чудо вскрыть? Обычно вот в этом месте идут винты, и крышка сдвигается назад. Тут этого нет. Вот, так сказать, верх корпуса вот совсем не похоже, что вот эти вот стеночки могут двигаться назад. Забегая вперед, скажу, что я этот корпус уже вскрывал однажды, и поэтому знаю, в чем прикол и как его вскрывать. Сейчас покажу. А вскрывается он при помощи откручивания всего одного винта, вот этого. Затем вот эту верхнюю крышку сдвигаем назад. Опа. И теперь боковую крышку тянем вверх. Ну, соответственно, та дальняя крышка открывается точно так же. Но нам пока ее открывать не надо, поэтому мы ее и не трогаем. Так, сейчас мы глянем, что там у нас внутри. Вот у нас кулер 775 сокета. Вот у нас такой мощный радиатор северного моста. Видюшечка с пассивным охлаждением. Ну, видимо, какая-то не очень крутая. А, вот здесь вот у нас даже есть маркировка. Что за видюшка? 9500 GT. Ну, скажем так, для набора текста пойдет, а может быть и установим что-нибудь помощнее. Я не помню, какой там прот стоит. Сейчас мы запустим систему, запустим AIDA и посмотрим, что там за железо. Но помню только, что какой-то одноядерный Celeron. То есть работать на таком даже в интернете уже очень проблематично. Ну и 1 гиг оперативки. То есть наша задача вот эти вот две штучки умножить на 4, то есть вставить 4-ядерный камушек и 4 гига оперативки. Ну и по возможности заменить видюху. Но не знаю, есть ли у меня какая-нибудь подходящая видюха, поэтому про видюху пока ничего не могу сказать. Ну и вот здесь у нас 2 винта стоят, причем один еще и ДЕшный, а один саташный. Точно так же в AIDA посмотрим, что за винты. От оптический привод, причем тоже саташный. Здесь вот у нас еще решеточка под верхний вентилятор. Вот тут у нас задний вентилятор 12-сантиметровый. Ну, я погорячился, да, серверную мать сюда не вставить, потому что она упрется вот в эти боксы. Но если немножечко поработать дремелем, то, я думаю, можно будет вставить. Итак, сейчас мы запустим его и посмотрим, что там внутри за железо. Ах, да, вот что еще интересного здесь. Блок питания и корпус одной фирмы. Я, если честно, про такую даже не слышал раньше. Включили. Сейчас главное вовремя нажать паузу. Вот сейчас я паузнул. И можем посмотреть, что у нас там есть. Вот 7-го года BIOS. Материночка Asus. Вот такая вот P5 KPLCM. И давайте посмотрим на сайте, что это у нас за материночка такая. Вот у нас 2 вида, сбоку и сверху. Так, смотрим, значит, она поддерживает вот такие вот процессоры, в том числе Core 2 Quad, который я хочу поставить. Ага. Ну, естественно, поддерживает гипертрейдинг. Intel G31. Память она поддерживает до 1600, но 1600 это в разогнанном виде, в оверклочнутом. Intel Pentium 4
одноядерный 3 ГГц. И DDR2 тоже, даже 2 гига. Неплохо. Значит, можно поставить только одну плашечку еще на 2 гига, и такая сборка вполне себе потянет комфортную работу и в интернете, и набор текстов, и просмотр видео. Запускаем загрузку дальше. О! У нас тут еще Ubuntu стояло. Да, точно, вспомнил. Я же ставил туда Lubuntu, но тот человек, который пользуется этим компьютером, как-то не в восторге от нее. Но понятно, большинство людей не хочет по доброй воле что-то менять в своей жизни. Это привычка делать такое, но я так думаю, скоро все-таки контору переведем на Linux, пока у нас остались компы со старыми лицензионными виндами. Вот. Плюс еще нам дали корпоративную лицензию 7 как образовательному учреждению. Поэтому пока мы можем спокойно ставить 7 сюда и пользоваться ей абсолютно законно. Что мы сейчас и сделаем. Ну, пока запустим XP, великую и бессмертную. Вот она, красавица. Обычно скорость загрузки XP считаю по тому, сколько раз проползет вот этот индикатор. Тут он прополз 3 раза, довольно-таки неплохо. Вот, тут еще какая-то тема а-ля Vista установлена. Так, и смотрим. Зверь DVD, точно под снос. Мы люди законопослушные, долой пиратку. Так, смотрим, вот Pentium 4, 3 ГГц, 2 ГБ оперативки. Диски у нас. Ах, что ж ты. Еще и не под админом. Да. Ладно, ну короче, я тут и так могу сказать, я заглянул, там один винчестер на 500 гигов и один IDE-шный на 120. Поэтому, я так думаю, на IDE-шный мы поставим... нет, хотя все-таки SATA-шный быстрее, поэтому на SATA-шный мы поставим 7, XP-шку снесем к чертям, и вот этот вот IDE-шный винт оставим как запасной для хранения документов. Ну что ж, вырубаем и приступаем к экзекуции. Значит, для начала мы снимем видюшечку, чтобы не мешало. Можно ее чуть-чуть продуть будет от пыли. Кстати, здесь крепление тоже не на винтах, а вот видно вот на таких пластиковых защелочках, которые вот так вот двигаются. Не очень удобно это дело. Я тоже, если честно, даже маленько не понимаю. Во, понял. Они вот туда вверх должны идти. Нет. Сейчас застревает. Вот. Ой, сломал. Ну, блин. Мистер Косорук. Ладно. Нам поможет волшебная отвертка. Такс. Нет, все-таки надо эту пластмассовую хренотень как-то снять и пользоваться нормальными человеческими винтами. По-моему, она держится на 3 винтиках. О, вот она. Вот она. Таким образом вот эту штуку нажимаешь и сдвигаешь вверх. Но, как всегда, немного не продумано было, поэтому она и сломалась. Значит, так как эта пластмасска держит еще и заглушечки вот эти вот, они без нее вылетят. Поэтому мы ее поставим на место потом. Вот так же на винты прикрепим, да и все. Так, теперь снимем видюшечку. Тут у нас защелка, она чисто отверткой вынимается, по-моему. Да. Так. Вот у нас пассивное охлаждение. Оно прям все такое пассивное.
И такое массивное. Здесь у нас английский по белому написано модель видеокарты. 512 мегабайт памяти, но я думаю, для офисной работы этого вполне хватит, так что оставим эту карту как есть. Кстати, возможно, кто-то из вас не знал, как легко и просто снять крепление кулера 775 сокета. То есть многие обычно руками крутят вот эти вот пипки. Вот эти вот. Хотя, если присмотреться, в этих пипках есть паз для отвертки. И снимается все очень и очень просто. Вот в этот паз ставится отвертка и поворачиваем на 90 градусов. И вот там вот. Тут его все равно не видно. Все. И потом легко и непринужденно руками вверх поднимаем вот эти вот пипки, чтобы клинышек поднялся. И снимаем кулер. Так, вот мы вытащили репку, а точнее камушек. Вот он у нас Intel Pentium с гипертрейдингом. Все дела, Коста-Рика. И положим его пока куда-нибудь недалеко, но с перспективой положить куда-нибудь подальше. А буквально полдня назад я встретился с одним мужиком с Авито и купил у него два вот таких вот камушка. Core 2 Quad Q9500 на прокачку двух системников. В принципе, я мог бы заморочиться и заказать на Алиэкспрессе зиончики, пиленные с 771 сокета на 775, но это, во-первых, большой геморрой и с самим процессором, и с заказом, и с прошивкой биоса материнки. Еще не факт, что эта материнка с ним задружится. А вот эти Core 2 Quad, они не намного дороже стоят, тем более не на свои покупаю. Вот. И, соответственно, они родные под 775. Достаем чудо-процессоры. Точнее, один. Пипки все чистые. Вот он, красавчик. И начинаем вставлять. Не забываем про ключи. Так, положили. Закрываем аккуратненько крышечку. И еще один момент. Надеюсь, я никогда не устану повторять, что многие пользователи термопасту на процессоре меняют регулярно, стабильно, а про чипсет благополучно забывают. Сгоревших чипсетов я видел на своем веку уже даже не один десяток. Поэтому на чипсете пасту менять обязательно так же часто, как и на процессоре. Правда, современные чипсеты, они уже идут на более долговечной термопасте, там уже не надо особо так заморачиваться. Но, тем не менее, вот на таких относительно старых материнках желательно менять часто. Вот, оказывается, я тут уже не так давно менял, но все-таки хуже не будет. Стираем спиртиком. Тут тоже стираем. Берем нашу
китайскую пасту, которую я заказал на Алиэкспрессе. Немножечко мазюкаем. И ставим радиатор на место. Все. И я обычно чуть-чуть притираю, как бы, чтобы слой термопасты между радиатором и камушком чуть уменьшить, я его двигаю туда-сюда. И излишки выходят за пределы камня. Теперь настал черед непосредственно самого процессора. Core 2 Quad он достаточно мощный, поэтому родного кулера может не хватить. Ну, пока так поставим. В принципе, на этом компе, кроме интернет-серфинга и набора документов, обычно ничего не делают. Ну, может, он в танчике порубится маленечко на минималках. Все. Так, втыкаем кулер и проверяем на предмет работоспособности камушка. Вот лампочка загорелась. И барабанная дробь. И чё, остановились? Хотя бывает такое, что двойной старт. Нет, все не крутится. Хм. Странно, странно. Сейчас еще раз попробуем запустить. Вот кулер закрутился и остановился. И в чем дело? И второй раз он уже на кнопку питания не реагирует. Так что, возможно, придется шивнуть BIOS. Сейчас мы посмотрим. Может, это BIOS не поддерживается. Что вообще хрень какая-то, если честно. Сбросим BIOS для начала. Может быть, в этом дело. Так, вот мы BIOS сбросили. И что мы видим? Опять то же самое. То есть коротенький старт и все. И потом он уже не запускается. Будем разбираться. А вот интересно, без памяти он заведется? Нет, то же самое. Дурацкая мысль. Может, он без видюхи не хочет стартовать? Ребята, он крутится. То есть вставили видюху, и он закрутился. Прикольно, чё? Но, к
сожалению, на этом все. То есть вентиляторы закрутились при вставке видюхи. Почему так, я вообще хз. Но при этом дальше ничего не происходит. Тест биоса, то есть на экране никаких буквок нет. Еще раз включим. Да. Ну что ж, у нас есть еще второй процик. Проверим сейчас его. Пока вынем. Сейчас проверим, с родным-то она запускается или нет. Потому что мало ли, может, я там что-нибудь задел. Ставим пока тот, который был, тот, с которым она запускалась. Так, просто прислоню кулер без... Так, твоей рукой подержу. Вот, с родным она запускается. Так, достали родной. И проверяем еще один квад. В спецификации материнки поддержка этого Core 2 квада есть. Запускаем. О, тут завелось. Значит, один процик не рабочий. Или я все-таки его неправильно вставил. Давайте-ка его еще раз вставим и посмотрим. Врубам. О, и этот завелся. Видимо, первый раз что-то не так было. Ну все, тогда оставляем этот. То есть проверено, что оба квадика рабочие. Что не может не радовать. Вот у нас Core 2 квад, а сюда положим старенький пенечек. Этот пенечек тоже для какой-нибудь бомжесборки пригодится. У меня тут еще есть на готове материнка на 939 сокете на AMD. Это будет действительно бомжесборка. А мы тем временем вот сюда вот напихаем по самой не балуйся термопасты и прицепим кулер.
Так, контрольный запуск. О! Все. Завелось. И вот я тут прикупил немного оперативы. Плашечек по 2 гига. Там тоже плашка на 2 гига, но она маленько другого производителя. И желательно, конечно, чтобы они были одинаковые. Поэтому я вот сейчас воткну 2 Кингстона. Так, эту вынаем. Да. Только питание отключить еще. Это нам пригодится. Вот они тем более поменьше чуть-чуть. Чуть-чуть. Ставим в оба слота. Эть. Эть. Такс. Воткнули. О! Запускается уже неплохо. Все, 4 гига увидела. Теперь, когда мы все установили, и память, и процик, сейчас, значит, все закрутим, закроем и приступим к софтовой части. Ну что ж, для начала давайте слазим в BIOS и посмотрим, что у нас есть там интересненького. Он нам показал, какие жесткие диски есть. Вот это вот мы видим мой съемный Winchester IODD. Так, ну давайте нажмем, как написано, F1. Вот. На дворе у нас 2002. Смотрим, значит, процессор Intel 2,8 ГГц, 4 ядра. И тут 4 гига. Я считаю, на сегодняшний день, на 2020 год, 4 ядра, 4 гига — это минимальная конфигурация для интернет-серфинга и, так скажем, повседневной рутинной работы типа набора текста. То есть даже уже двухъядерные 2-гиговые на тяжелых веб-страничках подтормаживают. А учитывая, сколько современные веб-странички занимают оперативки, да, открой тот же AliExpress, пару вкладок, 2 гига скушаются моментально. Так. Оверклокинг у нас еще есть, ёшкин. Ладно, оверклочить не будем. Это у нас еще типа как эмулировать USB девайс. Очень хорошо. Конфиг процессора. Вот мы видим 128 кэш L1, 6 мегабайт кэш 2 уровня, 3 уровня там нет. Встроенную графику отключаем к чертям собачьим. Это у нас инициализация графических адаптеров, то есть
Сначала PCI идет. А, не, вот сначала PCI Express. Все правильно. Так и оставим. IGD это встроенный. PCI это просто PCI. А PCI Express это PEG. Вот. Это оставляем. Аудиоконтроллер. Фронт панель C97. Встроенные девайсы. Сетевуха, да. Последовательный порт, компорт еще есть. Параллельный порт LPT для принтера. Вот монитор. Тут у нас температурки. Ой, ты что, где он там 100 градусов нашел, родной? Ладно, сейчас сохраним. Вот, смотрите, BIOS ругнулся, что требуется обновление BIOS и перегрев процика. Сейчас будем разбирать, смотреть. Так, вот сейчас я щупаю кулер. Он холодный. И там никакого перегрева нет. А тут говорит, ой, перегрев, ой, ё-моё. Так. Поэтому посмотрим версию BIOS 0.5.0.9. Игнорируем вот эту вот температуру, которая на самом деле гораздо ниже. Ну, что там? О, 100 показывает, хотя там 100 даже не пахнет. Все. Вот, память в двухканальном режиме. Вот у нас менюшечка появилась. Так, ну давайте сначала загрузим Live CD. Посмотрим, что AIDA скажет. Все. Диагностика. Угу. Так и показывает, что 100 градусов, но на самом деле вот они, реальные температуры всех 4 ядер. А 100 это просто глючит датчик, потому что при 100 градусах реально был, он уже сгорел. Вот, смотрим, значит, материнка P5 KPL CM. Заходим в интернет. P5 KPL CM. Смотрим как поддержку процессоров. Support. CPU Memory Support. Вот. Так, вот у нас посмотрим сейчас, какой у нас BIOS. 0.5.0.9. Ага. А вот Core 2 Quad Q9500, который у нас стоит, он поддерживается с BIOS 0.6.0.8. Поэтому надо скачать BIOS. И где? Вот загрузка последней версии BIOS. Качаем. BIOS. Папочку создаем. Распаковываем. Так, берем, значит, флешечку. Где у нас флешечка? Флешечка, ау. Вот у нас флешечка. Вставляем. Так. Вот этот вот файл ROM копируем на флешечку. Все, скопировано. И извлекаем. Так, ну вот сейчас вот мы вставили уже флешечку и
Сейчас загрузимся. По-моему, там было Alt F2, почему-то сейчас не написано. Нет? А, нет, вот запустилось. Easy Flash. Так, ну из какого диска? Ага. А, вот он. P5 KPL ROM. Угу. То есть вот он нашел нашу флешечку. Сейчас фокус маленько подстрою. Вот. Диском C он обозвал флешку. Все, жмаем Enter. То есть тут у нас стоит 0509. Пока что. Проверяется файл. Yes, I'm sure. Пальчики скрестили. Если вдруг сейчас, не дай боже, отключится электричество, то BIOS у нас умрет. И, соответственно, с ним вся мать. Поэтому, затаив дыхание, ждем. О, пишет. Бутблок стирается. Yes! Говорит, что записалось. Сейчас проверим. Что у нас там записалось? Так. Ага. И внимание на экран. BIOS 0702. И сразу же видит Intel Core 2 Quad Q9500. Фух, выдохнули. 10-го года BIOS, а был 7-го. Все, вот это вот я понимаю. Так, вот, ребята, теперь он показывает реальную температуру. 48. Все. А, вот она, Easy Flash-то, отсюда можно было запускать. Все, сохраняем. Фух. Отлично. Core 2 Quad. Грузись, дорогая. Во! Великая и ужасная экспиха, запускаемая на этом компьютере в последний раз. Вот. Зверь, DVD. Видите, он видит только 3,5 гигабайт, потому что винда 32-разрядная. Вот. Поэтому будем ставить 7-ку 64-разрядную. И на этом с экспихой покончено. Так, вот сейчас мы загрузимся с Live CD и прогоним тест памяти оперативный. Потому что плашечки все-таки БУ и может быть какой-нибудь косячок. И как мы видим, оперативка тест прошла без ошибок. Ну что ж, это отличная новость, и сейчас мы будем ставить винду 7. Ну и вот, собственно, 7 у нас установилась. Вот у него такая оценка производительности.
Процик для семерки почти что самый-самый мощный. Вот. Ну и, собственно, на этом компьютер можно выключать. И там установить некоторые программки для набора текста, для интернета. Ну и, собственно, все. Комп готов. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч.